Ребята, сегодня просто сумасшедший проект. Давно хотел попробовать сделать, но не думал, что все же решусь на эту самоделку. Заехал в металлопрокат к знакомым, где всегда затариваюсь под проекты. У них тут давно заметил турбогиб. Делают при помощи него всякие нужные штуки. Я тоже очень давно хочу попробовать. Всем привет-привет, здравствуйте, друзья. Короче, затарился у них и все по-быстрому на верстак. Взял полосу, 20-ку, толщина трешка, квадратную трубу 15-ку, круглую трубу. И в подарок дали кругляк, 10-ку. Как и говорил ранее, давно хотел попробовать сделать что-то с трубогибом. Своего не было, взял его совсем недавно. Почему не сделал сам? Основная проблема в валах. Без токарного станка не обойтись, да и металл на валах закаленный. Согнуть трубу, конечно, можно и без него попробовать, но думаю, что без него не получится. К нему целая куча дополнительных элементов. Ручку крутить совсем неохота. Хорошо, что есть возможность вращения шуруповертом. Тут ролик, как я понимаю, для того, чтобы вминать внутреннюю стенку трубы, чтобы не было заминов на гранях. Ну и шуриком, конечно же, быстрее. Намного быстрее. Да и проще, конечно. Должно быть все ровно, аккуратно и повторяемо. А это очень немаловажно. Согнул по максимуму, и реально все очень классно. Остается только отрезать и сварить. Куча всяких ништяков к нему есть в комплекте. Даже для круглых труб. Кстати, взял себе гайковерт. Такая штука обалденная. Просто круть. Задерживаться на этом не буду. Попользуюсь в следующем видео, расскажу, как он. Для следующей детали проекта понадобится сменить ролики. Все быстро и просто, в качестве него подшипники. Ширина заготовки регулируется ограничителями, ну или шайбами из комплекта. У меня полоса небольшая, хватит и ограничителей. Кстати, где я брал трубогиб, ссылочку обязательно оставлю, может пригодится кому. Полосу тоже гну по максимуму. Мне их понадобится 3 штуки. Кольца будут не одинакового диаметра, а такие, чтобы на 30-50 мм каждая было больше предыдущего. Пару уже сделал. Сварил их стык в стык. Можно было использовать или трубу, или профиль, но почему-то пал выбор именно на полосу. Не знаю. Квадратную трубу тоже подрезаю в размер и свариваю тоже стык-стык. Уф, чуть не закусило. Вот такое кольцо получилось. Внешний диаметр примерно 400 мм. Ну вернее 2 кольца, совершенно одинаковых. По размеру кольца вырезал лист. Одна из заготовок им будет закрыта. По периметру сделаю швы с пробелами. Ну не сплошной шов, для оттока воды. На вторую заготовку идет стойка из той же самой трубы. Уже приварил их. 2 стойки подлиннее, а 2 покороче. По 4 сторонам по 90 градусов. Ну короче, вот так пока все получилось. Самое интересное, конечно, впереди. 3 кольца из полосы будут соединяться под разными углами между собой. Крепление должно быть свободным, и свободный ход с одной стороны, а с другой стороны закреплено. Сами крепления, или их можно назвать петлями или шарнирами, решил сделать из подаренного мне кругляка десятки и малой шайбы на М10. Отлично помогает аппарат холодной сварки. Для тех, кто не знает про мой сварочный аппарат, подробное видео есть на канале. Думаю, про этот сварочник на русскоязычном ютубе видео есть только у меня. Пока. По сторонам сделал все крепления. Остается их только собрать. В
приводе проекта будет участвовать цепная передача, велосипедные 2 звезды и цепь. Крепление к валам сделаю при помощи обычных шайб различного диаметра. На малую звезду в качестве крепления еще пойдет муфта, удлиненная гайка, на М6. Центра соблюдать идеально не обязательно, но к этому, конечно же, нужно стремиться. Ну там как получится. В нашем деле главное глазомер. Вот такая конструкция уже получилась. Внушительно, многообещающе и очень интересно, как будет работать. Большая звезда пойдет на вторичный вал. Крепление привода будет располагаться снизу конструкции. А в качестве него будет мотор-редуктор дворников, стеклоочистителей, от ВАЗика копейки. И скорость нормально регулируется, и крутящий момент, и мобильность, он на 12 вольт, и доступность. Ну ладно, хватит лирики, конструкция уже понятна. Доделываю и все в покраску. Сделал борт из того же листа, натянул цепь. Давно с велоцепью не возился. Вспомнил велосипед Орленок и Школьник. У всех, наверное, такие были. Сейчас таких уже не найти. Краска высокотемпературная, до 800 градусов Цельсия. Теперь испытание. На улице дождик, испытывать буду в беседке. Ну как в беседке? Ребята, как обычно, если понравилось видео, не забудьте лайкосик и коммент. Я их обязательно читаю. Правда, не успеваю на все отвечать, но стараюсь. Ну а чтобы не пропустить следующее интересное видео, подписка и колокольчик. Все полезные ссылки под видео и в верхнем комментарии. Самоделка получилась необычной и очень интересной. Гости всегда будут удивлены. Конечно же, можно внести некоторые доработки. Себестоимость совсем небольшая. Очень понравилось работать с трубогибом. Действительно, очень интересный и полезный и нужный инструмент. Здоровья и добра вам и вашим близким. Спасибо огромное, что смотрели это видео. До встречи на канале, друзья.